Здравствуйте! Сегодня я хотел бы рассказать об одном из приемов работы с фрагментами в Sony Vegas при помощи скрипта Batch Render. Здесь сразу нужно уточнить, что скрипт мне пришлось немного доработать, при этом оригинальный функционал полностью сохранен. Новому скрипту было дано имя Batch Render плюс Events, что говорит о дополнительных возможностях работы с фрагментами. Несмотря на то, что функциональных возможностей Sony Vegas с каждой версии становится все больше, мое личное использование программы ограничивается лишь монтажом. Другую работу над материалом, как то композинг или цветокоррекцию, я предпочитаю делать в специализированных программах. И здесь возникает резонный вопрос о грамотном переносе смонтированного материала. Сразу замечу, что изложенный подход не является единственно верным. Возможно, он покажется сложным или даже запутанным, хотя на самом деле весьма прост и логичен. Итак, перейдем в Sony Vegas. Я заранее приготовил проект для демонстрации. Это часть монтируемого фильма. На каждом треке находится отдельная сцена, и треки названы соответственно сцене. Хотелось бы сказать несколько слов об организации монтажа. После того, как отснятый материал скопирован на компьютер, его нужно отсмотреть. Отсмотреть материал можно непосредственно в Sony Vegas, добавив файлы в проект. При этом рекомендуется для каждого файла в поле комментариев вписать его данные. Номер сцены, номер кадра и номер дубля. Если вы пользуетесь хлопушкой, то это несложно сделать. Вот как это было в нашем проекте. В дальнейшем эта информация может быть полезной. Итак, у нас имеется законченный черновой монтаж. Так как исходный материал закодирован в кодек H264, то для дальнейшей постобработки рекомендуется его перекодировать в монтажный кодек. В идеале хотелось бы перекодировать только тот материал, что используется в монтаже. Именно это и позволяет сделать новый скрипт. То есть скрипт перекодирует каждый фрагмент выделенного видеотрека в отдельный файл с дальнейшим его размещением на новом треке. Продемонстрируем это. Выделим нужный трек и вызовем скрипт на выполнение. Основное окно претерпело небольшие изменения. Для удобства элементы управления оригинального скрипта были объединены в группу Batch Render, элементы нового, соответственно, в группу Events. В новом скрипте реализовано два режима работы с фрагментами – Render Events и Offline Events. Render Events выбран по умолчанию. В верхнем поле укажем путь для сохранения файлов. Выберем пресет. Пресет должен быть создан заранее. Так как монтаж у нас черновой, то для удобства дальнейшей доработки укажем захлесты. Для сцены номер 1 нумерацию файлов начнем со значения 1000. Жмем ОК. В результате работы скрипта появился дубликат трека. Каждый фрагмент нового трека принадлежит отдельному файлу. Имена файлов пронумерованы именно так, как мы указали. Также были скопированы и рабочие комментарии. При этом имеются нужные нам захлесты. Теперь полученные файлы можно импортировать в любую другую программу и в дальнейшем при необходимости подменить их в Sony Vegas для финального рендеринга. Теперь рассмотрим режим работы Offline Events. Иногда вывод фрагментов нужно осуществить в особый формат, который Sony Vegas не поддерживает. Режим работы Offline Events полностью аналогичен режиму Render Events, за исключением того, что фрагменты на треках будут создаваться со ссылками на несуществующие файлы. При этом скрипт дополнительно создаст файл с командами для внешнего рендера. Давайте попробуем материал для Sony Vegas вывести в формате Apple ProRes. Да, звучит безумно, но теперь такое возможно. Для этого дополнительно будем использовать бесплатную библиотеку FFmpeg. Продемонстрируем это на примере. Итак, выбираем трек. Пусть теперь это будет трек со сценой номер 2. Вызываем скрипт. Переходим в режим Offline Events. В верхнем поле укажем путь для сохранения файлов. Выберем пресет. Пресет можно выбрать любой, но исходя из условия, чтобы контейнер файлов поддерживался выбранным форматом. Для Apple ProRes контейнером являются файлы с расширением MOV. Поэтому в нашем случае достаточно выбрать любой пресет из подгруппы QuickTime. Я выберу специально созданный для этого пресет.
Захлёсты в этом режиме задавать не рекомендуется, поскольку функция смещения видеопотока внутри офлайн фрагмента не работает. Это не ошибка скрипта, просто так решили разработчики. Тем не менее, если вы укажете захлёсты, рендеринг файлов будет осуществлен с их учетом. Так как мы работаем со второй сценой, то нумерацию файлов начнем со значения 2000. Жмем ОК. Появляется окно с предложением сохранить BAT-файл с командами для FFmpeg. Изменим имя файла. Укажем пресет для FFmpeg. Перейдем в директорию с файлом и запустим его. После окончания рендеринга видно, что созданы новые файлы. Возвращаемся в Sony Vegas, и фрагменты автоматически обновятся. Убеждаемся, что это именно Apple ProRes. В дальнейшем полученные файлы можно импортировать в любую другую программу. При этом никаких проблем возникнуть не должно, поскольку Apple ProRes является практически стандартом в постобработке видеоконтента. Это все, о чем я сегодня хотел вам рассказать. Запись скринкаста подготовил Дмитрий Чайник, текст читал Вадим Некрасов. До новых встреч!